Друзья, всем привет! Этой весной у меня возникла такая проблема, как-то начала температура по датчику охлаждения двигателя не доходить до 90 градусов и где-то 60-70 другой раз колебалась. Поездил я немного и в итоге заметил, что, во-первых, плохо стал прогреваться двигатель и температура печки в салоне, намного обдув стекол переднего лобового и самого салона, уменьшился, стало поступать меньше тепла. Я решил сейчас понаблюдать, нашел у себя у отца такой вот термостат, на вид он новый, посмотрим. Решил вскрыть старый термостат, посмотреть его дома, проверить на температуру открытия, а временно поставлю этот. В принципе, новый термостат стоит в районе 25 рублей, не такие большие деньги. По мануалу, то, что я прочитал, замена там, главное слить охлаждающую жидкость и открутить два болта на 10 крепления подвода к самому термостату. Поэтому сейчас такую работу проделаем, ну и хочу посмотреть, что поменяется. Для начала не буду видео записывать, снимаем нижнюю защиту, у кого имеется, ну а далее буду показывать по порядку. Сейчас отожму вот этот хомут. И с нижнего патрубка солью антифриз. Также сольется антифриз радиатора. После того, как слили охлаждающую жидкость, нижний хомут вернул на место и сейчас отжимаю верхний хомут, увожу в сторону, снимаю патрубок. Дополнительно, чтобы освободить немного пространства, откидываю фишку генератора, на язычок вот этот нажимаем, и она приподнимается и снимается в сторону. Чтобы ее не ломануть, просто отведем, опустим в сторону. И вот этот патрубок здесь просто отщелкиваем от крепления фиксатора. Все. Сейчас можем хомут отжимаю, вложу в сторону и снимаю вот этот патрубок. После того, как сняли хомут, можно попробовать снять патрубок. Уже не должно быть охлаждающей жидкости. Все. Чуть-чуть его отвожу в сторону, фиксирую, чтобы у него не попадала грязь и он нам не мешал. Все. Сейчас ключом на 10 откручиваем два болта. Основная проблема, что если не откидывать генератор, то сюда очень неудобно подлазить ключами. Маленький ход. Ну, главное, сорвал. И есть еще в этих болтах крепления ключик под шестигранник внутренний на 5. Поэтому, когда сорвали, можно шестигранничком открутить аккуратно и освободить этот подвод. Ну и также неудобно нижний. Нужно спецключи такие иметь хотя бы. Но если долго мучиться, что-нибудь получится. Все, я их сорвал, сейчас буду откручивать. Все, в принципе, оно открутится. Выкрутили два болта. И можно снять наш кожух, и мы видим термостат. Ну и возможно, что здесь еще будет охлаждающая жидкость в блоке. И перед этим, как сливать, я открыл крышку расширительного бачка, чтобы жидкость выходила. Термостат стоит плотно. Сейчас подену вот это уплотнительное колечко и попробую его извлечь. После того, как сняли уплотнительную резинку, все-таки стоит снизу еще подставить тару. Еще самого блока выходит около где-то литр антифриза, охлаждающей жидкости. Но частично что-то я слил, ничего страшного, будет под замену. И извлек наш термостат. Термостат производства Германия.
Заводской номер 050 121 113, С английская, С наша русская. И здесь маркировочка 1180 на 87 градусов открытия полное. Не буду я ставить, который нашел у отца здесь в гараже, непонятно. Может быть, это бэушный, скорее всего. Хотя возьмем два термостата домой и проверю на кипячение, насколько который открывается. Ну, вижу конструктивно, они отличаются, поэтому буду заказывать новый и устанавливать новый термостат. Оригинал у меня есть, чтобы для сравнения. Ну все, значит посмотрим. Ну что, сейчас что делаю? Чтобы завтра установить, собрать. Зачищаю все контактные поверхности. Смотрю посадочную поверхность под термостат на блоке. Тоже подчищаю. В принципе, тут все после антифриза чистое. Ну, само собой, привести в божеский вид. Всю грязь обтряхнуть. Ну и попробую дома посмотреть, насколько работает этот данный термостат. Открывается, закрывается. Есть у меня термометр как раз для этого предназначен. Снимем, посмотрим. Ну, самого сложного это, да, подлезть вот эти болты немного открутить и не забыть поставить емкость для того, чтобы слить остатки антифриза с блока. Все, на сегодня все. Закажу деталь, посмотрю, сколько стоит, завтра вам все расскажу. 56 градусов. Ну, клапан закрыт. По идее 87 градусов он должен открыться. Пока 60 где-то градусов. Клапан открывается на более низкой температуре, чем положено. 87 градусов плюс-минус 1,5 градуса он должен открываться. Если верить этому датчику показания, то он открылся где-то на 75 градусах. Мой вывод какой? Возможно, когда идет нагрев двигателя, запуск, термостат стоит ближе в блоке, там где помпа разгоняет охлаждающую жидкость. На температуре двигатель достигает 60-70 градусов, открывается клапан и идет уже по большому кругу. Хотя должно бы это происходить позже, когда температура достигнет 87 градусов. Возможно, он был неисправен. Потому что вот 79 градусов показывает температуру и клапан открыт. Купил я сегодня термостат. Фирмы он Febi Bilstein, Германия. Номер его 17890. Это аналог идет ваговскому. Выглядят они идентично. Вот от ВАГ, вот Febi. В принципе, исполнение одинаковое. Небольшое отличие, пружина немножко диаметр меньше. Ну, также есть маркировка 87 градусов, что он работает. Идет термостат и уплотнительное кольцо новое. Стоимость 25 рублей. Все. Устанавливаем на автомобиль. Перед установкой термостата зачистил посадочное. От резина прикипела к блоку, немного есть места. Это все мелкой нулевочкой наждачкой можно снять. Устанавливаем термостат. Под термостат есть ямочка такая, посадочная выемка, и потом идет уплотнительное кольцо. Вот как-то так будет.
Установили соединительный штуцер. Самое сложное это здесь наживить нижний болт. И использовал шестигранник и трещотку на 10. Все, одеваем патрубок наш, который отводили сейчас. Не забываем. Фиксируем хомуты и фиксируем, не забываем, нижний хомут тоже на патрубке, где сливали антифриз. Возвращаем фишку генератора на место. Все, сейчас хомут возвращаю и будем заливать антифриз. Заменил я термостат. В принципе, самое сложное, что получилось, это назад наживлять вот этот нижний болт. Если генератор не откидывать полностью, то доступ ограничен. Но небольшой ключ с трещоткой и головка на 10 и шестигранник на 5. В принципе, главное наживить, чтобы пойти по резьбе, так как блок дюраль алюминий, чтобы не срезать резьбу. Ну и все, и когда попали, маленькими поступательными движениями все закручивается. Так, в принципе, сложности никакой. Сейчас буду заливать антифриз. Сейчас я профильтровал, который слил с системы от мусора, может быть, какой-то мог попасть. И у меня были остатки, покупал такой вот концентрат. И потом разводил его, он розового цвета идет на Шкода Октавия. Хотя почему-то по цвету я смотрел ролики, что не столь это значимо. Просто разные производители. Ну, розовый развел и сейчас буду доливать в систему. Главное не забыть, когда вы проедете немного, контролировать уровень в расширительном бачке. И при необходимости, опять же, можно какой-то небольшой объем долить. Если у вас уровень будет ниже минимального. Все. В принципе, такое вот видео получилось. Все номера заводской и аналоги я пропишу в видео, либо в первом комментарии. Так что, друзья, всем, кому видео было полезным, заходите на канал, смотрите другие видео. С вами был я, Сергей Лашкевич. Удачи! Завел автомобиль, прогрел до 90 градусов. И для того, чтобы уровень был нормальный, когда прогревается нижний патрубок, нужно его прокачать руками. Уходит лишний воздух и вот видите, падает уровень. Дополнительно еще, когда автомобиль работал, можно было спускать давление, и система потихонечку выгоняет воздух. Все, сейчас можно доливать немного больше, потому что немного у меня было в яму разлилось. Ну, следить, пока полностью система не уйдет в воздух. Все, утечек нигде нету, поэтому я доволен проделанной работой. Все будет работать.